Друзья, сегодня у нас с вами будет коротенькая травяная зарисовка. Хочу вам напомнить про такую важную и ценную траву, которая называется мокрица или звездчатка средняя. Вы точно совершенно видели ее на своих грядках, в лесах, на полянках, вокруг садовых кустов. У нас она растет в теплице. Мы ее не пропалываем, потому что мы ее очень много едим. Растет в нашей теплице звездчатка средняя. У нее опушенный стебель. Видите, волоски растут в обратную сторону. И она существенно отличается от ясколки. Вот ясколка. У ясколки опушенный весь стебель и есть ворсинки на листиках, тогда как у звездчатки средней листики полностью гладкие, а ворсинки растут такой вот одной грядой, гребешочком. Вот здесь у меня растет звездчатка. И растет кислица красная. Мы тоже ее выращиваем, поэтому пропалываем ее очень аккуратно. Используем в пищу и ту, и другую травку. Звездчатка средняя ценна тем, что это природный источник огромного количества цинка, витамина С и витамина Е. Фактически это уникальная травка, в которой содержится огромное количество витаминов и которую есть можно в больших-больших количествах. Я советую летом никак термически эту травку не обрабатывать, делать на основе нее салаты, делать на основе нее окрошку. А вот в зиму самый лучший способ заготовить звездчатку – это не квашение, как вы можете найти в некоторых источниках, а сушка. Вы сушите звездчатку, пока она молодая. Вот как раз сейчас в мае этим нужно заняться. Сушите ее большими пучками и потом ее просто перетираете в ступке или, например, просто пучками потом используете, вот так вот ладошками перетираете сухую траву, она очень нежная, и получается зеленый порошок. Его можно использовать как заправку в супы без термической обработки, так и, например, посыпать салат. Но еще один интересный способ использования основан на ее свойствах. Цинк, витамин Е, витамин С – это прекрасное средство для изготовления домашней косметики, весенней домашней косметики. Звездчатка – одна из самых первых трав, которую я использую для приготовления мацератов, то есть масляных вытяжек. Прямо сырую траву я измельчаю. Эту траву я закладываю в оливковое, нагретое до 40 градусов масло и оставляю настаиваться в темном месте в течение недели. После этого я процеживаю масло, у меня получается насыщенное, густое, зеленое травяное масло, на основе которого я делаю кремы и мази, которые увлажняют, смягчают и борются с проблемной кожей, потому что в звездчатке много природного цинка. Также такое зеленое масло или мацерат можно использовать для приготовления салатов. Вот это вот оливковое масло вы просто поливаете овощные салатики, даже можно из той же звездчатки. Поливаете овощные салатики и получаете свою порцию витаминов. Единственное противопоказание звездчатки в больших количествах, я прошу вас обратить на это внимание, в больших количествах. В маленьких количествах, ну то есть там салатик пару раз в неделю можно всем. Но в больших количествах звездчатку не советуют людям с низким давлением, гипотоникам, потому что она понижает кровеносное давление. Вообще использование трав в качестве лекарства – это отдельная тема для разговора. Я рассказываю про дикоросы с точки зрения кулинарии. Понимаете, вы не сможете съесть достаточное количество тоже, например, пастушьей сумки, чтобы получить тромбоз, потому что пастушья сумка, например, она сгущает кровь. Если вы используете ее в салат, в приготовлении зеленого песта, вы съедите ее недостаточное количество для того, чтобы она подействовала. Лекарственные травы работают немножко иначе. Во-первых, в них важно правильно приготовление отвара или настоя. А вот в качестве применения в еду трава работает по-другому. Учтите этот момент. Мы разговариваем с вами про кулинарное использование звездчатки средней, про получение витаминов, про получение клетчатки и микроэлементов и так далее. Не про лечение. А вот с косметической целью вы можете использовать звездчатку так, как вам угодно. Кстати, в деревнях, а я живу в деревне Зельево, такое интересное название, есть такой способ лечения мозолей и смягчения кожи ног. Бабушки в деревнях кладут вот эту вот сочную весеннюю звездчатку в галоши, набивают ей галоши и ходят в галошах весь день, особенно по жаре. Эта звездчатка там размокает, раскисает, и к вечеру уже получается нежнейшая кожа ног,
такая вот, знаете, напитавшаяся, уже ни сухости, ни мозоли, ни трещин, ничего нет, потому что звездчатка еще обладает ранозаживляющими свойствами. Интересная деревенская заметка, я не знаю, будете ли вы ее использовать, но тем не менее такой способ существует. Мы же звездчатку активно едим, ее едят дети в больших количествах, и используем ее в качестве основы для травяных весенних мацератов. Я вам обязательно оставлю ссылочку на подробную статью про использование звездчатки как мацерата и как основы для крема, чтобы вы могли почитать. Если вам удобнее видеть перед глазами текст, вам будет удобнее, я думаю, что читать. Я вот очень люблю читать, и видео стараюсь смотреть поменьше и больше информации получать из книг. Также я вам хотела рассказать про вкус звездчатки, что немаловажно. Для многих он является слишком, я даже не знаю, слишком простым, потому что, по сути, по ощущениям, просто трава. Вот травянистая трава. Обычная травка. Но мне нравится именно вот эта вот нотка. Она совершенно не вяжет, она не горькая. У нее интересная травяная сочная нотка. Поэтому использовать ее можно в качестве основы для любых блюд, если вы не привыкли к новым вкусам в привычных вам блюдах. Но вот, например, возьмите на заметочку мой салат. Берете звездчатку, прям такой большой пучок, прям вот грамм 200. Мелко ее нарезаете, берете йогурт домашний или кефир, соль, зеленый лук. Можете взять любые сезонные овощи, если они уже к этому моменту есть у вас на огороде. Я, например, уже много раз говорила, я беру молодила. Это вот эта каменная роза, которая растет у многих на клумбах. Я беру молодила, звездчатку, можно добавить сюда перья лука, перья чеснока, можно добавить пастушьи сумки, все что угодно. Мелко нарезаю, заправляю йогуртом или кефиром, добавляю немножко соли, и получается потрясающий травяной салат. Он, кстати, еще хорош в качестве намазки на хрустящие тосты из домашнего хлеба. Получается такой концентрат витаминов. Поджаренный подсушенный хлеб, йогурт и ароматные полезные сезонные травы. Если вы никогда ранее не использовали звездчатку в своем меню, я вам сейчас расскажу по пунктам, как именно можно и нужно ее использовать. Первое. Вам нужно ее кушать столько, сколько вы сможете. Вот есть у вас звездчатка на грядках, собираем и активно используем салаты, окрошки, супы, овощные намазки, песто и все что угодно. Второе. Масляная мацерация. Масляная мацерация звездчатки помогает нам добыть ценный природный цинк, витамин Е и витамин С. Поэтому масляные настои полезно, вкусно, очень ароматно. Третий способ использования – уксусная экстракция. Берете свежую зелень звездчатки, заливаете ее яблочным уксусом или любым другим домашним уксусом и даете в темном месте настояться до 2 недель. Получаете ароматный травяной уксус, который можно смешать с медом, получив оксимель или кисломед, или можно использовать его в качестве заправки, опять же, для салатов в сочетании с зеленым маслом. Еще один интересный способ использования звездчатки – это получение вторичной ферментации, напитка вторичной ферментации. Вот у меня здесь напиток вторичной ферментации. Это травяная камбуча, то есть это чайный гриб, который я слила, собственно, готовый напиток слила, добавила сахар, добавила травы и закрыла вот в такие вот бутылки с бугельной пробкой, оставив на 2 дня в теплом месте, а потом убрав на день в холодильник. Получается сильно газированный полезный напиток по типу шампанского, но без градуса. Очень полезно. Летом в жару вы мне точно скажете спасибо за этот рецепт. На основе звездчатки он получается не только вкусный, но еще и очень полезный. Используйте с пользой эти знания и будьте здоровы. До скорых встреч на канале Живые Вещи.